Они почти готовы. Еще 2 минуты и все, сниму. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Друзья, кто любит люля? Люля-кебаб я имею в виду. Я думаю, люля-кебаб любят все. Особенно его любят дети. А люля-кебаб из рыбы — это тоже очень вкусное блюдо. Я люля-кебаб из рыбы делал, признаюсь вам, всего лишь 2 раза. И оба раза я люля-кебаб делал из судака. Друзья, сегодня люля-кебаб мы с вами будем делать из наших любимых каспийских бычков. Ну, дальше все как обычно, друзья. Здесь у меня ровно 8 килограмм бычков. Соответственно, уже исходя из опыта, я знаю, что у нас получится где-то 4 килограмма мяса. Не больше. Чистим бычков. Алекс. Бычок. Сегодня бычок. Друзья, вы только посмотрите на этого динозавра. Это не бычок, я не знаю, он сантиметров 30 в длину, наверное. Огромный. Друзья, как вы уже знаете, отходы у бычка огромные. Минимум 50%. Если было 8 кило, здесь в лучшем случае 4 килограмма. А по-моему даже 3,5. Ну, этого нам на люля вполне хватит. Бычков теперь наших мы пропустим через мясорубку, друзья. Друзья, на такое количество фарша нужно, наверное, 2-3 крупные луковицы. И я хотел сказать желательно, но по мне так обязательно. Их нужно мелко-мелко порезать, а не пропускать через мясорубку. То есть, если вы делаете люля-кебаб, это точно обязательно. Котлеты тоже, я вам говорил, да, несколько раз. Очень желательно лук нарезать, а не перемалывать. Но люля-кебаб это просто must, то есть обязательно. Посолим. Поперчим. И теперь, друзья, самое главное. Самое главное в люля-кебаб — это тщательно вымесить фарш. Друзья, вот чего мы должны добиться. Посмотрите,
О. И ничего сюда не нужно добавлять. Там некоторые советуют куриное мясо для клейкости. Вот рыбный фарш. Просто хорошо вымесил. Он становится как глина. Посмотрите. Все, на люля пойдет. Закрываю крышкой, убираю в холодильник. В принципе, особой надобности в этом нету. Мясо очень такое хорошо клейкое получилось. Но все равно на полчаса, потому что у нас все равно еще есть другой люля. Сейчас вы видите какой. А второй наш люля, вот он, друзья. Это будет люля из картошки. Наверняка многие из вас это блюдо пробовали, знают. Но, тем не менее, я решил его еще раз приготовить. Я его готовил раза два. Это будет гарниром к нашему рыбному люля. Друзья, один такой маленький лайфхак. Картошка, она не всегда одинаковая бывает. Да, бывает более крахмалистая, бывает менее крахмалистая. Вот крахмалистая, когда она более клейкая бывает. И люля лепить намного проще. Иногда бывает такая очень рассыпчатая, да. Крахмала в ней меньше содержания. Все очень просто. Добавляем 50 грамм 50 картофельного крахмала. То есть мы ее делаем более крахмалистой. Вот и все. Я чуть-чуть на всякий случай, вот буквально, наверное, четверть стакана, грамм 50 я добавил крахмала, чтобы не рисковать, чтобы склеилось точно. Друзья, в картофельный фарш, если его можно так назвать, пюре, можно добавить тоже лук. Буквально одну луковицу. Но я ее пропущу через мясорубку. Нарезать уже неохота. Теперь солим, перчим. И все, фарш, пюре готово. И наш фарш-пюре тоже в холодильник. Минут на 20. Ну все, друзья. Лепим. Полчаса поставил в холодильнике. Такой чуть-чуть охладилось. Вообще супер. Поехали. Так, первый пошел. Сюда его. Главное смачивать руку, друзья. Смачивать руку и хорошенько его прижимать. Дошла очередь до картошки. Картошечка.
Вот так. Ай, момент. Вот так. Ну и парочку шампуров, друзья. Помидорок традиционно. Вот так. О, жар сильный, друзья. Как раз на люля. Так и надо. Поехали. Чуть-чуть не расчет. Так. А картошка очень быстро горит, друзья. Здесь главное момент не прозевать. Друзья, картошку пора снимать. Она уже готова. Вперед. А так, пока сюда. Отдыхайте. Так. Они почти готовы. Еще 2 минуты и все, сниму. Друзья, здесь тоже все готово. Опа. И вот еще. Картофельные люляшки, друзья, очень нежные. Ну вы сами понимаете, это почти пюре. Их надо снимать очень аккуратно, нежно. Вот так подтолкнули чуть-чуть, немножко сзади, как бы, как моряки говорят, подорвали якорь. Вот как легко снимается. А то картошка вся размазывается. Пошел по... Это один длинный был такой, помните, первый. А вот и наши помидорки подоспели, друзья. Сюда.
Так, марафет наведем. Так. Последний штрих. Вуаля, друзья. Ужин готов. Друзья, ну как вам? По-моему, на вид все хорошо. Ну что, друзья, будем пробовать. Вот это ближе всего ко мне. Так. Картошечная люляшка. И помидорка. Как вам? Рыбный люля. Бычки не подвели. Очень сочно. Образовывается такая, как корочка сверху, да, кажется суховатый, но внутри, друзья, вот сок, смотрите какой. Внутри очень сочно. Приятно остринка и в меру соленая. Получилось отлично. Люляшка. Это картофельный люля. Я его тоже люблю. Ну сказать, что прям в восторге. В основном это дети любят. Не, выше. В общем, все вкусно. Помидорки, конечно, еще не летние, друзья. Ну, кстати, вот они в запеченном виде намного более съедобные получаются, чем сырые. Это наш старый бакинский фастфуд такой был, друзья. Его почему-то давно не видно. Может быть, где-то в городе, на каких-то окраинах есть, но в центре давно не вижу. Раньше был распространенный. Я не первый раз это говорю, но я не могу не повториться, потому что хочу вам обязательно показать. Все было очень просто и гениально. Вот такой лаваш. Клали люля-кебаб. Ну, мясной, да, конечно. Сыпали вот это дело, посыпали. Вот так же, как я. Зеленью с лучком. Также, друзья, посыпали сверху вот так сумах для кислинки. Но так как у меня люля сегодня рыбный, я чуть-чуть еще добавлю наршарап. Чуть-чуть. Вот так. Все. Вот такой немножко модернизированный наш бакинский фастфуд. Так. И вот так закручиваем. Как вам, друзья, вот такой ролл с люля-кебабом. С умахом, но шарабом вообще улет. Очень вкусно. И, кстати, насчет бычков. Друзья, вот именно из бычков уже из фарша бычков готовлю уже что-то, не знаю, 4-й, 5-й. Ну, котлеты я не считаю, это я всегда делал. Вот тефтели сделал, сейчас люля-кебаб. И опять супер. Все-таки бычки для котлет, для фарша очень подходят. Очень хорошая рыба, прям универсальная какая-то. Вот так, друзья, надеюсь, вам наш сегодняшний люля-кебаб
из рыбы и из картошки понравился. Это был наш такой бакинский фастфуд. Может, когда-нибудь мы его возродим. Спасибо за то, что выслушали. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания, друзья.